Мы ездили по крутым китайским ровным автострадам, мы ездили по красивым полям, но мы же делаем это для России, где вы сами знаете, какие дороги. И именно сегодня мы испытаем ситикока от компании Skyboard под названием Trike Chopper по полнейшему бездорожью. Ну и начинаем мы вот прям по этой дороге. Но это сложно назвать дорогой, это просто канава, засыпанная кирпичом. Но мы же с вами привыкли к этому. Кстати, обратите внимание, позади меня стоит точно такая же модель, только в другом цвете. И цвета вы можете выбрать на сайте. На сайте есть все и по цветам, и по комплектациям, и по аксессуарам. А сейчас потихоньку пытаемся проехать вон туда. Мы только начинаем наше испытание, и хотелось бы его закончить. Ну, лужи нам явно не страшны, а вот битый кирпич тоже не страшен. А это что, это какахи? Так, давайте вот заедем в такую ямку и тронемся с места, хорошо? И мы видим с вами, что он может проехать такие препятствия. Назовем это испытание Россией. Чувствуется, кстати, как отрабатывают амортизаторы. Чувствуется именно такая упругое гашение. Но сейчас у нас настройки стоят на жесткость. То есть у нас амортизаторы жесткие. Для последующих тест-драйвов на скорость. Но могу сказать, что здесь он проедет. Конечно, здесь даже и на танке не особо комфортно было бы, но это и не танк, понимаете? Так, давайте еще куда-нибудь заедем. Давайте начнем сразу с самых нереальных сценариев. Представьте, вы сдавали задним ходом, разворачивались в ограниченном пространстве. Кстати, здесь он развернется, ну, с попыток 2, наверное, 3, вот так. И заехали в канаву. Что же делать в этой ситуации? Выходить, нести руками или выезжать самому? Давайте попробуем выехать сами, да? Итак, я убираю ноги, даю газу, помогаю чуть-чуть, свалились, давай еще разок. Вот мы и выехали. Ни хрена себе, слушай, но с первой попытки не получилось. Так, давай еще раз. Итак, вот я такой вот парниша, смотрю вперед. О, что-то пошло не так. Что же пошло не так? Включаем передний ход. Помогаем! Ты видал? Ты видал, откуда он выехал? Вообще там машины не каждая выедет. Вот эта ширина колеса решает. То есть колесо в канаву не провалилось, и поэтому мы... Я думаю, что если бы мы ехали прямо, мы бы просто могли проехать по этой канаве, но не рекомендуется, потому что ничего хорошего в этом нет. Мы показываем вам, как не надо делать изначально. У меня когда-то был Жигули, он бы точно из этой канавы не выехал. Просто мощности бы не хватило. Так, а сейчас мы попробуем найти какую-нибудь кочку, бордюр или что-нибудь такое, чтобы сделать испытание бордюром. И потом поедем на гору, да, на подъем на какой-нибудь. И уже поподробнее расскажем вам конкретно об этой модели, о технических характеристиках и о комплектации. Но для начала нужно проехать по вот этим кирпичам. Ух ты ж. Специально медленно еду, чтобы прочувствовать все прям своим нутром. Сейчас мы посмотрим, как эта лошадка берет барьеры. Мы разгоняемся, значит, по вот этой вот стиральной доске, смотрим, как отрабатывают наши амортизаторы, и прыгаем вон в те кусты.
Прыгаем, естественно, вместе с самим байком. Поехали! Так, ходовка отрабатывает хорошо. А здесь... Мама родная! Он как бы даже не почувствовал. Единственное, что мне по ногам похлестало травой. Там бордюр под травой, соответственно, бордюр идет на высоте примерно, ну да, вот такой вот бордюр. Там он скрыт травой, сверху трава и кусты, и насыпаны еще немножко почвы или что ли это, трава там не понять. Включаем первую скорость. Все, и сейчас будем потихоньку заезжать. Что, частями? Смотри, оп. Вот он, бордюр, поняли, да? Заехали на бордюр. А вдруг тут осы какие-нибудь? Не, я поехал. С пробуксом. Я зацепился. Я не знаю, здесь вообще можно ездить. И съехали с бордюра. А задом теперь. Я не знаю. Напоминаю, что мы показываем, как делать не надо. А сейчас мы посмотрим, как он себя чувствует по горному серпантину. Мы заедем на гору и уже сосредоточимся на комплектации, на оснащении и на всей самой важной информации этого электроскутера Ситикока Trike Chopper от компании Skyboard. И после этого проведем скоростной тест. Ну, поехали на гору. Что ж, как вы видите, главное отличие этого транспортного средства – это 3 колеса. Сзади установлен мотор мощностью 2000 Вт. Все это работает через редуктор и через дифференциалы. Соответственно, это нам намного улучшает маневренность его. Гладкие линии, футуристичный дизайн и шикарнейшее литье – это одно из главных отличительных черт компании Skyboard и, в частности, Trike Chopper. Вон там у нас установлен мотор мощностью 2000 Вт. Дисковые тормоза, яркие стоп-сигналы и поворотные сигналы, красивые синие крылья. В комплектации идет стильная сумочка, и опционально можно поставить либо второе сиденье, либо установить сюда пластиковый багажник, либо металлический решетчатый багажник. Все аксессуары есть у нас на сайте. Сайт есть, ссылочки в описании. Проходите, смотрите, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Давайте посмотрим. Здесь удобное сиденье, повторяющее изгибы вашего зада. Удобное кожаное сиденье, хромированный руль. И давайте перейдем к панели управления. Давайте посмотрим отсюда. Тормоза у нас реализованы как на настоящих мотоциклах. Профессиональные дисковые гидравлические тормоза. Вот здесь, вот через вон то окошко можно наблюдать за уровнем тормозной жидкости у нас в системе. Ключи. По 2 ключа для каждого замка. Соответственно, вот эти ключи для зажигания, вот эти ключи для извлечения батареек, а батарейки у нас 2, и сигнализация. Сигнализация у нас имеет несколько функций, такие как постановка на сигнализацию, снятие сигнализации, отключение звука, включение звука и система бесключевого запуска при помощи этой кнопки. Слышим звуковой сигнал, держим, отпускаем, нажимаем еще раз. И вот наш скутер запущен. Отключить его можно при помощи вот этой кнопки. Переключение скоростей. Здесь вот такой тумблер 1, 2, 3. Рассказывать о нем долго не надо. Вот здесь вот у нас держатель для мобильного телефона с функцией подзарядки от USB порта. Мы втыкаем наш телефон в зарядочку, через USB-шечку включаем музычку, включаем карту и едем покорять просторы этой планеты. Современный жидкокристаллический дисплей показывает нам уровень заряда батарейки в 2 вариациях, а именно в зарядке в вольтах и в индикаторе в левом нижнем углу. Также одометр и скорость в километрах в час. Давайте посмотрим вот сюда.
Вот здесь у нас на левой рукоятке есть включение-выключение света переднего и заднего, поворотники, звуковой сигнал. И обратите внимание на вот эту вот кнопку, это задний и передний ход. То есть переключаем нам, если нужно ехать назад, сдавать назад, чтобы самим не тащить это, или вперед. Здесь у нас тормозной бачок, можно наблюдать за тормозной жидкостью через вот это вот окошко. Используется стандартная вездесущая жидкость DOT 4 для наших тормозов. Здесь у нас задний тормоз с функцией парковочного стояночного тормоза. То есть мы нажимаем, фиксируем здесь, и наш байк никуда не покатится. Давайте перейдем вниз. В первом видео в модели Chopper реализовано также второе место под батарейку. Оно располагается здесь же, открывается при помощи ключа. Вот она, вторая батарея, подключается при помощи фишки. Вот здесь вот разъем у нас получается. Вот здесь вот мы включаем ее и продолжаем наше движение. За металлической пластиной спрятан контроллер, специально для этой модели на 2000 Вт, потому что мы знаем, что контроллер — это связующее звено между всеми составляющими нашего байка, начиная от мотора, заканчивая управление звуковым сигналом. И, как я уже сказал, это запасная батарея, место под запасную батарею. Основная же батарея, также 20 ампер-часов на 60 вольт, находится под сиденьем. Давайте откроем наше сиденье. Вытаскиваем. Вот она, батареечка. Гарантийная пломба. Здесь яркой наклейкой указано место для того, куда втыкать штекер, чтобы поехать. Батарея разряжена. Вытаскиваем штекер, беремся за ручку, тащим домой, заряжаем, и через 6 часов мы уже можем снова наслаждаться ездой на этом монстре. Вот она, главная, самая интересная часть этого электроскутера Trike Chopper от компании Skyboard. Смотрите, мотор не в колесах, мотор вон там. Здесь стоит редуктор, дифференциалы, соответственно, это уменьшает радиус поворота, это делает вас более маневренными. То есть, когда одно колесо идет по меньшему радиусу, оно меньше вращается, второе, соответственно, вращается намного больше. Дисковые тормоза. Дисковые тормоза, как и везде, гидравлические, балка жесткости. И сзади мы видим нашу легендарную фишку. Это регулируемые амортизаторы газом масляные. То есть можно при помощи впуска-выпуска воздуха здесь, снизу откручивается крышечка, и через систему ниппеля это докачивается или спускается. Или при помощи вот этой вот гайки можно ослабить или сделать жестче нашу пружину. Ну и по традиции включаем музычку через невидимую Bluetooth колонку, которая располагается прямо в спидометре, что сделано для эргономичности. Включаем и покатаемся. Самое время покататься на City Coco от компании Skyboard Trike Chopper. 2000 Вт. Погнали! Это задний ход, а вот передний. Снова вылезло солнце, ужасная жара, но мы не сдаемся, потому что сейчас испытание скорости. Надеваем нашу камеру на голову и погнали. И зеркала. Так. Ага, резво набираем. 32, 34, 35, 36. 37. Так, ну и такая скорость 37 км в час показывает наш прибор. Разворачиваемся, едем обратно. Так, ну скорость у Трайка Чоппера 35 км в час, что для трехколесного вполне себе достаточно. Если хотите больше скорости, больше мощи, то для вас всегда есть BR 4000 Fast.
Chopper Pro. И много разных моделей, о которых вы можете посмотреть на нашем сайте. Ну и на этом испытание скоростью подошло к концу. Так, батарейки у нас осталось буквально для того, чтобы вернуться на базу, но это километров, наверное, еще 15 ехать, но мощности уже для полной скорости, для максимальной не хватает, к сожалению. Поэтому сейчас по пути назад мы подведем кое-какие итоги, сделаем выводы и расскажем вам наши впечатления. Поехали! А закончим мы на фоне флага Советского Союза или же Китая и сделаем выводы об этом электроскутере. Это Trike Chopper, 2000 Вт, батарейка на 20 ампер-часов. Что мы можем сказать? Безумно устойчивый за счет 3 колес. Это естественно. Достаточно маневренный за счет дифференциалов, за счет редуктора. То есть нам не нужно большой площади для разворота. По поводу максимальной скорости, это сразу скажу, это не гоночный вариант, это комфортный вариант, где не нужно следить за равновесием, где от езды нужно получать только эстетическое удовольствие, и чем мы сегодня, собственно, и занимались. А кому надо, можно и картошку повозить, и в горку затянуть эту картошку, и проехать в самые труднодоступные места до вашей дачи. Что хочу сказать, ходовка отрабатывает очень уверенно, даже по таким дорогам, по которым вы все это видели. Его практически нереально перевернуть, я честно пытался. Ради контенту, так сказать, но все же не получилось. Удобный, красивый, проходимый и достаточно мощный. А за всей остальной информацией добро пожаловать на наш сайт, где, обратившись к специалисту, вы можете подобрать электроскутер специально для вас с разными характеристиками, цветом и комплектацией. Это компания Skyboard. Меня зовут Андрей. Спасибо. Пока.